Одна из лучших профессий в мире – это, пожалуй, фотограф дикой природы. У них есть возможность увидеть животных в их естественной среде обитания, а иногда они становятся свидетелями таких историй, которые, кажется, не могут произойти в реальной жизни. Если бы не фотографии, подтверждающие их слова, вряд ли бы им кто-то поверил. Эта история произошла в Ботсване, в Африке. Эван Шиллер и Лиза Хальцварт стали свидетелями невероятной ситуации и запечатлели ее на своих фотографиях. Для малыша-бабуина произошедшее могло бы стать причиной смерти. Но, к счастью, все пошло не так, как обычно. История началась с того, что львица напала на стаю бабуинов. Она убила одну из обезьян, схватила ее в зубы и понесла в свое логово, чтобы съесть. Но она не заметила, что за маму-обезьяну цеплялся маленький детеныш. Когда у малыша закончились силы, он спрыгнул и попытался забраться на дерево, но был слишком слаб. И тут львица заметила его и подошла ближе. Фотографы испугались, они предположили, что эта история закончится печально. Но тут случилось чудо. Вместо того, чтобы убить малыша, львица стала изучать его, а затем начала очень ласково играть с ним. В этот момент фотографы были крайне взволнованы. Они переживали, что львица просто играет со своей жертвой, и вскоре все закончится трагически. Однако, к их удивлению, львица была очень нежна с детенышем. Спустя некоторое время она взяла его в зубы и унесла. А дальше произошла история, достойная попасть в книгу джунглей. Лиза и Эван предполагают, что у львицы просто сработал материнский инстинкт. Малыш-бабуин чувствовал себя рядом с ней спокойно. Львица заботилась о нем и относилась очень ласково. Когда появился лев, львица встала и отогнала его. А в это время за происходящим наблюдал настоящий отец маленького бабуина. Он сидел на дереве и выжидал подходящий момент, чтобы спасти своего малыша. Когда львица немного отвлеклась, он быстро спустился с дерева, схватил детеныша и тут же вскарабкался обратно. Наверное, этот малыш родился под счастливой звездой. Сначала его спасла львица, а затем собственный отец. Удивительно, как много людям еще предстоит узнать о дикой природе. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.